Почему в мультсериале Барбоскины все дети разных пород? На самом деле этим вопросом я задавался все время, когда смотрел Барбоскиных. И мне было интересно, почему же только Гена похож на своих родителей, а все остальные какие-то совсем другие собаки. Сегодня я попробую разобраться в этом вопросе, потому что мне действительно интересно. Это мой самый первый видеоролик по мультсериалу Барбоскины, и если вы наберете под этим видеороликом 60 лайков, то я пойму, что вам действительно интересен этот мультсериал, и мы продолжим делать по нему теории. Также пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть другие теории, и пишите, какие вас больше всего интересуют. Всем привет, с вами Мультаретик, а это значит, что я делаю теории по мультикам. И сегодня у нас будет одна из самых важных теорий по мультсериалу Барбоскины. Обязательно подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать теории по мультсериалу Барбоскины и другим мультикам, допустим, по Смешарикам или по Лунтику, кому что интереснее. И тыкайте на колокольчик, потому что YouTube не всегда присылает уведомления о видео, а их нельзя пропускать, а то вдруг потеряете некоторые интересные теории. Но мы не будем тянуть Кроша за уши и попробуем все-таки разгадать эту важную тайну Барбоскиных. Я брал информацию из открытых источников, а также некоторые мои домыслы. Одна из самых первых теорий связана с мамой Барбоскиных. То, что она когда-то ходила налево и изменяла своему мужу. И поэтому все дети разные. И только Гена был от родного отца, потому что они очень похожи. Мы знаем, что Гена это родной сын, поэтому это в теории я больше упоминать не буду. Мы оставляем, что Гена родной сын, а вот дружок, Роза, малыш, а также Лиза — это разные породы, и это точно не от этих родителей, как минимум не от отца. Теория довольно смешная и одновременно объясняющая в принципе весь мультсериал, но я не думаю, что мама у нас настолько глупая, да и отец тоже, поэтому он бы точно заметил, что дети на него не похожи. Он явно знает, что дети не от него, поэтому тут эта теория, скорее всего, спокойно отпадает по очевидным причинам, хотя, кто знает, может быть, отец на самом деле настолько глупый, что не замечает, что дети не от него. Вторая, более интересная теория заключается в том, что это действительно не дети родителей Барбоскиных. Они их взяли из детдома или просто нашли. Я думаю, что просто нашли тоже довольно странно, потому что найти 4 детей это как-то уже слишком, но вот взять из детдома их в принципе мог. Первый и самый главный ребенок в семье Барбоскиных это Роза. Скорее всего, у родителей очень долгое время не получалось завести себе детей, и поэтому сначала они брали из детдома. В какой-то момент у них получилось, и появился на свет Гена, но после него, видимо, произошла какая-то трагедия, и поэтому также детей больше не было. Родители очень любили детей, и это видно, потому что у них их 5, поэтому, я думаю, они взяли еще несколько из детдома. Так и появилась полноценная семья. Поэтому и такое странное отношение к Гене других жителей дома Барбоскиных. Они просто не признают его за своего. Он родной сын, любимчик, возможно, даже, а остальные такие себе из детдома дети. Это также показывает, почему ребенок Барбоскиных, то есть мама и папа Барбоскиных, такой умный, а остальные довольно разгильдяйственные дети, потому что они не от своих родителей, и у них, возможно, другие гены заложены. Как ни странно, гены, но не важно. Теория очень крутая, и я действительно придерживаюсь именно этой теории. Но это не единственная теория, которая может быть правдива. По сути, если мы берем лор именно мультсериала, то это объясняет абсолютно все. Но для создателей мультсериала, скорее всего, они взяли всех таких разновидных персонажей, у которых совсем разные породы, только для того, чтобы детям не было скучно. Если бы они все были одной породы, то разве вам было бы интересно смотреть этот сериал? Конечно же нет. Всегда нужны какие-то разные персонажи, у которых разные характеры. И если бы у них был один род, то тогда этого бы не было. Здесь же все персонажи разные, и это очень круто. Это дополняет, но ради изюминки они сделали и родного сына Барбоскиным, это Гена. В принципе, семейство Барбоскиных это довольно странное. Допустим, почему нам все еще не рассказали, как зовут маму и папу Барбоскиных? Это бы хотя бы что-то объясняло, но ни в одной из серий это не было сказано. Так и с детьми очень много вопросов, и такие теории, как мама ходила налево или все дети приемные, это довольно интересно. Мы можем только догадываться,
догадываться, правда это или нет, потому что создатели не раскрывают нам этих тайн. Этот мультсериал действительно таит в себе множество всего интересного, и я хотел бы вместе с вами это разбирать, поэтому обязательно пишите в комментариях, если вы хотите увидеть продолжение и новые теории по Барбоскиным. Допустим, когда я смотрел мультсериал, меня также напрягал такой персонаж, как Малыш. Вы вообще видели его? Почему за все время мультсериала он ни капельки не постарел? И это тоже довольно интересно, я бы это разобрал в следующих роликах. Ну а пока ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и с вами был Мультаретик, Теоретик. Встретимся в следующих теориях. Пока-пока!